Каждый день в этом маленьком зале, единственном в городе музея, проходят экскурсии. Археология – наука, связанная с путешествиями, необыкновенными приключениями и удивительными находками. Зачастую они могут не только дополнить, но и изменить наше представление о прошлом. Об истории одного открытия я хочу вам рассказать. Здесь после таяния снегов цветку цветок, к траве травинка, бежит река, кова ковинка меж каменистых берегов. Бушуют ливни, ветры крепче, река Кова спешит в моря, несет меня открытиям навстречу. Кораблик с именем Заря несет меня открытиям навстречу. Кораблик с именем Заря. Лопаты приросли к рукам, а на руках мозоли злые. Мы ворошим века былые и дарим нынешним векам. В ночных музеях гаснут свечи, века спросонья говорят, несет меня над открытиям навстречу. Кораблик с именем Заря несет меня открытиям навстречу. Кораблик с именем Заря. И ни за что на свете я не променяю без оглядки своей прокуренной палатки, в которой крепко спят друзья. Друзья мои, еще не вечер, я поднимаю якоря, несет меня открытиям навстречу. Кораблик с именем Заря несет меня открытиям навстречу. Кораблик с именем Заря. Почти 20 лет назад, в 1976 году, в устье реки Тасеева проводила разведку экспедиция красноярских и иркутских археологов под руководством профессора Германа Ивановича Медведева. Местные жители рассказывали о том, что есть якобы в тайге гиблое место, и стоит там каменное изваяние, хозяин. И более того, нашелся даже проводник, который вызвался показать то место. Вместе с жителем поселка Первомайский Николаем Васильевичем Коробейниковым они отправились на поиски. И действительно, была найдена каменная гряда, на одном из валунов которой было высечено человеческое лицо. Стоял хозяин и смотрел сурово на непрошенных гостей. Место это было нанесено на карту,
Но, как ни странно, многие экспедиции искали его безрезультатно целых 16 лет. Лишь в 1992 году археологическим отрядом музея города Красноярска-26 был вновь найден и уже тщательно обследован этот памятник скифской эпохи. И вот, уже третий сезон, с ранней весны до поздней осени, ведь лето в Сибири коротко и не балует хорошей погодой, на берегу Тасеевой размещается небольшой палаточный лагерь. В основном здесь работают ребята из археологического клуба «Красноярец». Приезжают и студенты из разных городов Сибири. Некоторые работают в экспедиции археолога Юрия Гривцова уже второй-третий год. Само место раскопок находится в 2 километрах от лагеря. Добираться до него приходится по едва заметной тропинке, которая через пару дней может вновь зарасти, как будто ее и не было. Ориентирами здесь служат особой величины сосны, завалы, овражки. Не зная этих примет, трудно найти дорогу, так как каменная гряда отклоняет стрелку компаса почти на 25 градусов. Словно желая до конца сохранить свои тайны, каменный хозяин может долго водить и не раз бывавших здесь путников, заставляя их плутать вокруг да около. И вдруг, сквозь ветки деревьев, вы чувствуете скользящий величественный взгляд каменных глаз. Неожиданно из земли вырастают валуны. Будто по чьей-то слепой воле причудливо громоздятся друг на друге серые камни, образуя навесы, расселены и ниши. Именно в этих своеобразных тайниках и были сделаны интереснейшие археологические находки. По аналогам, то есть и по известным, у нас в Сибири присутствие идола само собой подразумевает какие-то к нему подношения, причем до этнографического времени, то есть буквально до прихода русских и даже некоторое время после. Вот. Ну а сама скала имеет такую пористую структуру, заломы большие, развалы, и образуются вот такие вот ниши, вот масса ниш. И первая мысль, то есть первая находка была сделана как, я решил осмотреть. Почему-то я подумал, что будут кости. Кости и черепа, это по аналогии с Западной Сибирью, с Томской, Новосибирской областью, с Уралом. Я начал их обшаривать. Вот. Ниши имеются очень большие. Можно просунуть, я вот руку просовываю, я до конца, то есть нет. Вот мы сейчас в настоящее время эти нераскопанные ниши мы используем как схороны такие. Материал, инвентарь прячем свой, потому что уже ягодниками однажды были наказаны, унесли нас. Так прикрываем и храним. Здесь ниш таких масса. Вот первая вскрытая площадь, первый, так сказать, раскоп, не раскоп, зачистка, была площадью 70 квадратных сантиметров. Вот остались линии и мох. Вот такая была дневная поверхность здесь. Шло на повышение, дневная поверхность уходила. И вот в этой стороне буквально сантиметра 4 на дневной поверхности находилась, то есть фрагмент, то есть часть бронзового ножа, который весь находился в земле. И первая расчистка составила, то есть, вот такую площадь. И большая часть материалов на сегодняшний день, даже при всем нашем раскопе, то есть, была найдена вот именно в этой нише. Вот. А вот вторая ниша, в которой есть тоже, безусловно, материал, она является сестрой, почти близняшкой, как той ниши. На поверхности мы убирали одно время, листья сметали, посмотреть, четко читаются угли, крупные головни читаются, то есть тоже горел огонь. И тоже на поверхности, вот когда снимали листья, тоже нашли трехлопастной крупный бронзовый наконечник стрелы. Складывались в этих нишах и в прилегающих скалах, расщельно складывались очаги, костерки. Приносили люди, приходя, приносили какие-то предметы в дар духам местности, может быть уже позже и изваянию. И сжигали. В основном это были наконечники стрел, самый массовый материал. Ну, чуть позже расскажу, почему именно наконечники, наше предположение. Второе, это предметы из бронзы. Вот, видимо, люди победнее приносили, встречаются просто обломки, какие-то фрагменты бракованных изделий, просто бронзовые всплески, которые из листьев бронзы, прилитие, которое осталось. Кто был посостоятельнее, приносили хорошие вещи, причем по тем временам, да и по этим, весьма дорогие. То есть это художественное литье, это ременные бляхи с изображением грифонов, с их подражаниями, имитацией, вот, бронзовые ножи. В единичном случае это бронзовый топор кельт, так называемого красноярского типа. Вот, железные предметы, наконечники стрел, ножи и тоже украшения ременной фурнитуры. Вот. Детали либо конской сбруи, либо какого-то ременного крепежа. Там хитрые такие восьмерки, ременные рамки, пряжечки такие, кольца для крепления. Вот это, в принципе, основной инвентарь, который сюда приносились. И сжигались.
На протяжении веков приходили жившие в этих местах люди принести свои дары идолу. Исполняя священный ритуал и прося Бога дать удачу на охоте, они дарили ему оружие и украшения. Эти невзрачные, серые или зеленоватые бронзовые предметы пролежали в земле века. Огонь, вода и неумолимое время оставили на них свои разрушительные отпечатки. Но можно представить, что 2000 лет назад они ярким, желтым огнем горели в лучах солнца. По кожаному ремню охотника шагали сверкающие пантеры. Кокетливо блестели бронзовые бляшки на ремешках женщин. Отражая солнечный свет, отгоняли злых духов желтые зеркала. И вместе с охотником, преследуя добычу, летели по тайге золотые олени и чудо-грифоны. По этим невзрачным осколкам исчезнувшей цивилизации можно судить о культуре и бытии древнего народа. Не остается никаких сомнений, что скифы таежной зоны Сибири, будучи охотниками и воинами, имели большие знания в искусстве обработки металлов. Предметы художественного литья сохранили образы особо почитаемых скифами животных. Например, образ барана был связан с культом огня. Спираль его рогов символизирует движение солнца. Рога оленя несли в себе идею мирового дерева, корни которого лежат в мире мертвых, ветви в мире богов, а ствол в мире живых. Но, наверное, самые интересные и оригинальные находки – это грифоньи бляшки. Стерегущий золото грифы, как мифический персонаж, был у многих древних народов – ассирийцев, египтян, хеттов, греков, персов. И каждый народ вкладывал в образ хищной птицы что-то свое. Грифон мог иметь тело коня или льва, шею змеи, рога оленя или барана. Эти фантастические птицы наделялись самыми сильными свойствами разных животных. Она всегда выступала победителем. Образ грифона осенял многие стороны жизни древних народов. Он присутствовал на одежде, оружии, конской упряжи, сосудах. Иногда становился символом или эмблемой целого народа. Из всех материалов, которые были получены в результате раскопок, вторые по массовости, то есть наиболее часто встречающие, как неудивительно, это являются предметы художественного литья. Это являются грифоньи бляшки, то есть изображения грифонов. Грифоны – это мифологические скифские животные, дословно обозначает термин «стерегущее золото». Все было бы хорошо и достаточно, то есть хорошо ложилось в имеющую систему, если бы на наших памятниках не встретились наиболее поздние подражания вот такого облика. То есть когда, если вы обратите внимание, геометрическая пропорция бляшки остается та же самая, но сам символ хищной птицы теряется, и остается только две пары противолежащих запятых. Причем очень четко обозначено противолежание. Если здесь прямой линии, то еще на реалистичных птицах вот таким вздутием. Дело в том, что на наших памятниках встречаются предметы как из бронзы, так и из железа. И вот, пожалуйста, вот находка этого года уникальная. Можем сопоставить. Вот они. Эти запятые трансформируются в еще более простые геометрические фигуры. Человек, не посвященный в археологии, может назвать эту фигурой не иначе как бабочка. И что интересно, что вот подобные бляшки, даже в серьезной археологической литературе, названы бабочковидными. Кроме попарно встречных грифонов, как у нас были встречные, к сожалению, я не могу показать, и единичные головки, то есть головка сверху, головка снизу. И эти предметы в своей стилизации, как я упоминал, имеют гораздо более широкий аналог. Вот, например, я вам покажу вот этот предмет от большого ракурса бляшку. Дело в том, что бляшка, имеющаяся в нашем музее, тут прямой аналог,
поясняют, что вот эта прямая дуга является шеей, а вот эти две крылом, которое Грифон складывает над собой, повторяя то есть очертания своих перьев. В более позднее время и бляшки, которые мы считаем более поздним, пропорция восстанавливается. И постепенно на первый план выползает смысловое содержание запятой. Это хорошо видно как на одной, так и на другой лопасти. И в более железное позднее время бляшки, исполненные железа, согласитесь, есть прямое сходство. Но если здесь запятая еще является прорезью, то здесь запятая является точкой, и вся фигура является, в принципе, двумя концентрическими запятыми. Пока оставляем на некоторое время наши реальные бляшки. Дело в том, что запятая в более позднем времени в средневековье Китая, скажем, это 9-12 век, имеет конкретный смысл. Это означает петух. Петух во все времена символизировался у китайцев как птица благосостояния и основоположник мужского начала. Вот такая запятая. Теперь возвращаемся к нашим бляшкам и вспоминаем, что мы видим. Мы видим две концентрические запятых. Теперь, сведя вместе две запятых, мы видим один из самых популярных знаков восточной философии – это символ мировой гармонии. Основы добра и зла, основы женских и мужских начал, основы жизни мертвых и жизни, которая царит на земле, жизни живых. То есть символ, сочетающий в себе да и нет. Инь, ян. Основоположник этого знака вложил в него смысловое назначение, как называется, семантическое, бабочка. Вспоминаем нашу бляшку. Бабочка видно. То, что некогда было 4 головками грифонов. Бабочка. Так вот, просмотрев их до последних их воплощений в металле, что является весьма конкретным знаком, и сопоставив эти запятые два знака, мы в принципе получаем инь и ян. И здесь интересно, что инь, женское начало, и ян, которое порождает сам по себе знак, ян является в китайской мифологии символом петуха. Мужское начало является символом петуха. А петух в восточной мифологии до последнего времени изображался фигурой очень похожим на одну из этих самых головок. То есть птица, обладающая ярко выраженным гребнем, или рогами, или ушами. Конечно, археологи-специалисты могут оспаривать идею о том, явился ли Грифон прообразом древнему китайскому знаку. Но, видимо, кочевники, создатели собственной мифологии и искусства, все-таки были связующим звеном между двумя великими цивилизациями – Востока и Запада. Они дополняли эпические предания народов Южной Европы, Азии и Китая своими варварскими сюжетами. И это взаимное влияние можно проследить именно по немногим находкам археологов, так как намады или динлины, а проще говоря скифы, не оставили после себя каких-либо письменных источников. Свято хранит тайны исчезнувшего народа, и это каменное изваяние. Куда-то вдаль смотрит он из прошлого, и невозможно поймать его взгляд. Суровый и требовательный на восходе солнца, благодушный среди дня и загадочно зловещий вечером на закате. Значит, сам
идол этот заслуживает отдельной истории. Почему? Во-первых, это каменное изваяние является самым северным изваянием в Азии. Каменным, самым северным каменным изваянием. Деревянные, то есть, встречаются на крайнем севере, а каменное это последнее, самое северное. Чем он интересен? Во-первых, это пока единственный, так сказать, источник, по которому можем судить об антропологическом облике древнего населения. Это в промежутке где-то около 2-2,5 тысяч лет назад. И что интересно, можно проследить даже смену населения на нем. Вот обратите внимание по стилю оформления этого идола. В одном стиле, назовем его реалистичным, выполнены следующие детали. Ноздри. Великолепно выписанные ноздри, кончик носа, крылья носа. Выполненные выбивкой с пришлифовкой. Это очень ровный такой край, живописно сделано. Самая живописная деталь. Рот. Широко раскрытый рот. И очень плохо сохранившиеся детали. Усы и бороды. Такой окладистый, я бы сказал, бороды и широких таких усов. Вот. С этого же сохранилась покатая поверхность, оформляющая глаза, надбровные дуги. И, пожалуй, все. И совершенно другой стиль, совершенно чужой рукой, сделаны следующие коррективы. Почти асимметрично, глубокими штриховыми линиями, которые разбиваются на две. Очерчены глаза, обозначены зрачки и прочерчены линии, которые, видимо, означают контур носа, сужающегося кверху. Это не все. Кроме чисто прорезаний, допущена такая косметическая операция, как отбита, очень четко видно, если посмотреть в профиль, нос, горбинка носа отбита. Видимо, все-таки частично, образно говоря, сбрита борода и глаза, если судить по этому глазу, где сохранилась нижняя граница, а здесь сохранилась верхняя граница. Заужены, придана миндалевидная такая, монголоидный облик. Уже, судя по этому, можно судить, что поставлен был изначально, имея антропологический, или, как сказать, человеческий облик европеоидов. То есть сооружали, это первые, кто сделали это изваяние, были европеоиды, изображали себе подобных. Чуть позже, ну это уже достаточно известный факт, европеоидное население на Сибири меняют монголоиды. И, судя по всему, придя на это место, они также пользовались культовыми, наведя некоторые редакции, то есть на облик почитаемого ими Бога, сделали, так сказать, ближе его к себе. О чем это может говорить? Это может говорить, во-первых, о том, что это изваяние использовалось на протяжении более чем 2000 лет, то есть, скажем, в течение всех 2000 лет, насчитывающим, значит, возраст этому изваянию, и равно почиталось как европеоидами, так и монголоидами, которые, будучи здесь, засвидетельствовали свое, так сказать, почтение, изменив облик вот этого почтенного старца. Надо признать, что место это само по себе необычное. Это чувствуется сразу. Стоит лишь приблизиться к каменной гряде и поработать там час или два. Вдруг наваливается вязкая усталость, которая проходит, если спуститься вниз к реке. Кстати, по склонам горы текут ржавые ручьи. Возможно, высокое содержание в грунте железа объясняет это, а также и то, что каменная гряда отклоняет стрелку компаса и притягивает электрические разряды во время гроз. Многие сосны вокруг стоят со сбитыми молниями верхушками. Несомненно, в те далекие времена люди, которые были больше, чем мы сейчас, слиты с природой, замечали уникальность этого места. И именно его выбрали для совершения своих ритуальных обрядов. Ну, видимо, как и у нас сейчас праздники были, то есть различной степени, то есть, как сказать, различной степени радости. Там одни посолиднее, другие такие повседневнее. Вот, и, видимо, или, как сказать, по сути, зачем человек шел. Или это был групповой обряд, или индивидуальный. Охотник, видимо, дня на охоту, так сказать, придавая меткость луку, отстреливал, не подходя, так сказать, к святыне. Когда собирались, так сказать, может быть, там, на групповой какой-то семейный, там, племенной праздник, видимо, уже официально жгли. Жгли, кроме всего, забыл сказать, интересные вещи, такие как какие-то фрагменты слюды на гитаре. Здесь недалеко находится месторождение слюды. Вот из пластин слюды вырезались фигурки какие-то, у нас есть фрагменты, но пока таких четких нет. Но вот в этом году нашли очень похожую фигурку
на профиль человека вырезанные. В том году находили просто такой, геометрические фигуры с отверстиями, вот, использовали. И что еще? Совершенно очевидно, что были, то есть, жертвоприношения, так сказать, мясного толка. Найдены кости лося, в основном это челюсти, зубы медведя, соболя. Вот, видимо, то есть какая-то трапеза, такая культовая праздничная устраивалась здесь. Интересно было бы, конечно, по аналогиям, что часто встречаются на Сибири, найти человеческие фрагменты человеческих жертвоприношений, но пока, увы. Но я думаю, что ближе к основному изваянию, то есть никуда не денется, тем более, что на этой реке я уже находил фрагменты человеческих жертвоприношений на другом памятнике, Мусарбан, это чуть выше по реке. Я думаю, будет и здесь, потому что материал идентичен, то есть будет, найдем, никуда не денется. 3 года длятся раскопки. Вскрываемая площадь невелика. Каждый раз не более 4 квадратных метров. Работа очень кропотливая и трудная. Нож, щетка – вот и весь основной инструмент. Постепенно накапливаются находки. Но с каждой новой зачастую появляется больше загадок и вопросов, чем ответов. И однако именно они – награда за терпение этих неугомонных скитальцев, одержимых искателей древности. В порядке суровой необходимости, оборванным вам и обросшим, хорошей вам проходимости, погоды вам всем хорошей, да будут ночевки теплыми, сухими спички и порох, да будут дарованы тропы вам, да будет вам писем ворох. Пускай нам родник ко времени скрипящие глотки смажет, пусть плечи нашему племени ремнями не трет поклажа. Пускай комары уродины не жрут нас, когда попало, да будут счастливо пройдены пороги и перевалы, да будем дивиться искренне скитанию извечному чуду, да будут песни отысканы, да будут найдены руды, да будут любимые в городе помнить о нас бессонно. Всего вам хорошего, бороды, хорошего вам сезона.